Сейчас в августе отличное время для того, чтобы подстричь, привести в порядок свои растения. Но сегодняшнее видео не об этом, оно о другой проблеме. Итак, есть у меня такая проблема. Вот две гортензии. Одна из них цветет, а другая нет. Сорт гортензий один и тот же. Почему так может происходить? Почему гортензия может не цвести? Ну, первое, что приходит в голову и о чем обычно пишут, это ваша гортензия пострадала зимой от морозов. Вымерзли цветочные почки. Да, так может быть, но если ваша гортензия цветет на прошлогодних побегах. Вот они действительно, прошлогодние побеги, должны хорошо перезимовать, чтобы цветочные почки сохранились. Но этот сорт гортензии цветет не на прошлогодних побегах, а на побегах этого года. Вот смотрите. Вот здесь были обрезаны прошлогодние побеги. Вот. В этом году выросли новые побеги. Вот они зелененькие, не одревесневшие. И на их концах имеем вот такие красивые цветы. То есть получается, что этот вариант с вымерзанием здесь у меня не подходит. Следующий вариант. Гортензия получает мало света. Да, вы, наверное, знаете, что гортензия крупнолистная любит рассеянную тень. Чтобы свет она получала, но умеренный. Она не любит слишком палящего яркого солнца. Но эти гортензии стоят рядом. Причем вот это стоит в более тенистом месте, а это на более открытом месте. Так что света они получают, ну, по большому счету, одинаково. Может быть, это даже чуть-чуть больше получает, но тем не менее она не цветет. Значит, и этот вариант нам не подходит. Переходим к следующему возможному варианту. Гортензию неправильно поливаете. Что это значит? Гортензия крупнолистная очень любит влагу. И поливать ее нужно регулярно и обильно. Вот обратите внимание, этот горшок стоит в поддоне, этот горшок стоит в кашпо. Для чего это нужно? Когда вы поливаете гортензию крупнолистную, поливать нужно так, чтобы влага собиралась в этих поддонах. Если вы поливаете чуть-чуть и влага вот там вот не появляется в поддонах, значит вы поливаете мало. Поливать нужно так, чтобы влага, там вода стояла в поддонах, ну или в кашпо, как в этом случае, и еще несколько дней в жаркий период подпитывала влагой наши растения. Вот так правильно. Конечно, такой полив нужно делать именно летом. Зимой, ну, во-первых, испарение влаги меньше, во-вторых, наши растения не так активно потребляют влагу. Вот эти поддоны нужно убирать. Иначе получится, что корни постоянно будут замокать в воде. В зимний период поддоны убираем, а летом поливаем так, чтобы влага вот там какое-то время еще продолжала стоять. Следующий вариант. Наши растения неправильно удобряются. Вот если удобрять гортензию крупнолистную с большим количеством азота, то у нас происходит активный рост зеленой массы. Вот эти побеги, листья, будет их много, они будут большими. Но это идет в ущерб образованию цветочных почек. И цвести она не будет. Но оба эти варианты тоже не про меня. Поливаю я правильно. Опять же, доказательство тому, что эта гортензия цветет, а это нет. Удобряю? Вообще не удобряю. Делаю ошибку. Но тем не менее, не удобряю. Ни это растение, ни то. То цветет, а это нет. Какие еще могут быть варианты? Ну, еще может быть вариант с неправильной обрезкой гортензии. Но опять же, это касается тех гортензий, которые цветут на побегах прошлого года. Вот вы осенью взяли и зачем-то обрезали ее слишком коротко. Цветочные почки, как правило, образуются, остаются зимовать на верхушках побегов. Вот их нужно обязательно оставлять. Если вы обрезали слишком коротко, ну, вы не дождетесь цветения. Но повторюсь, мои гортензии здесь цветут на побегах нынешнего года, на новых побегах. Поэтому тоже этот вариант не подходит. И вот у меня в голове остается только единственный вариант из возможных. Почему же все-таки это не цветет, а это цветет? И связано это с тем, что здесь гортензии продаются в магазинах. Естественно, их продают в самый лучший период их жизни, когда они цветут. И вот представьте, маленькое растение в таком небольшом, ну, литровом горшке имеет массу побегов с большими крупными цветами. Так выращивают в питомниках. На интенсивной технологии их выращивают с большим количеством удобрений. Придя домой, принеся такое растение, эти все растения куплены в супермаркетах в обычных, принеся такое растение домой, в лучшем случае вы ее пересаживаете и поливаете. Естественно, цветение заканчивается довольно скоро. И получается, что растение отдало все силы, маленькое еще, молодое растение отдало все силы на образование вот таких больших, крупных
цветов в большом количестве, кстати сказать. И у растения просто нет сил. Поэтому нужно просто немного подождать. Вот смотрите, вот эта гортензия куплена 2 года назад. Куплена маленьким цветочным экземпляром. В прошлом году, честно говоря, не помню, но, по-моему, цветение было очень-очень слабое. В этом году она пришла в себя, набрала силы, корни разрослись, побеги выросли больше, и она цветет. Вот эта гортензия куплена в прошлом году, тоже цветущей. Она отцвела в прошлом году, а в этом году она восстанавливается только. А вот гортензия, которая куплена в этом году цветущей, посмотрите, как жалко она выглядит. Да, она отдала все силы, и сил на то, чтобы цвести, у нее просто нет. Но можно, конечно, просто сидеть и ждать, когда в следующем году она зацветет. А можно помочь. Вот я сказал, что я свои гортензии не удобряю. Это ошибка. Гортензии нужно удобрять, они любят питание. Но помним о том, что вот сейчас, особенно во второй половине лета, удобрять нужно удобрениями, которые не содержат большое количество азота. Я купил такое удобрение, оно называется для рододендронов, но подходит и азалиям, подходит и гортензиям, в общем, всем кислолюбивым. Здесь всего 8% азота, но зато много фосфора и много калия. Поэтому я не буду просто ждать сидеть. Я сейчас удобрю свои гортензии и буду ждать. И надеюсь, что в этом году все-таки, чуть позже, еще до холодов много времени, эта гортензия зацветет. Ну, если не зацветет в этом году, то уж точно зацветет в следующем. Вот такие мои варианты, почему рядом стоящие 2 гортензии, которые получают одинаковый уход, одна из них цветет, а другая нет. Если я что-то упустил, возможно, вы знаете еще какие-то причины, почему гортензия может не цвести, пишите. Я с удовольствием почитаю и узнаю для себя что-то новое. Ну а на сегодня у меня все. Спасибо, что смотрели. Увидимся.